Здравствуйте, друзья! Пока я торчу в городе, я и здесь нашла себе работу. Нет, не бойтесь, я не буду превращать свой маленький уютный каналчик в компанию по ремонту квартир. Я сама не очень люблю ремонт квартирный, всякие лакоpoкрасочно-штукатурно поклевочные дела. У меня к этому душа не лежит. Но мне довольно интересно, я неоднократно уже так делала, мы будем менять старый паркетный пол на новенький. Это дом 76-го или 78-го года. Раньше делали вот такие вот полы из мелкой досочки, из мелкого паркета. Если я оторву, вот, из такой паркетины. Он сейчас весь скрипучий, неровный и в ужасном состоянии. Стены у нас тут уже выровнены. Мы все это будем ломать, выносить, потом ставить новые лаги, выравнивать, класть фанеру в 2 слоя в шахматном порядке, потом подложечка и красивенький ламинат. Ну что, начнем? Прежде чем начать, хочу порекомендовать интересный и красивый YouTube-канал. Загляните на канал дизайн-студии интерьеров Вира Артстрой. Еженедельно здесь выкладываются видео о новых интерьерах. Вира Артстрой – это 17 профессиональных дизайнеров интерьера, 23 года работы компании, тысячи созданных квартир, более 100 объектов на данный момент на разной стадии ремонта и 3 года гарантии на работы. Даже если вы не планируете ремонт квартиры или загородного дома прямо сейчас, стоит подписаться на канал, чтобы по деталям собирать свой будущий интерьер мечты. Ну, сначала, конечно, мы ломаем и отрываем все, что ломается и отрывается. В старых домах деревянные плинтуса, и прибиты они вот такими 60-миллиметровыми гвоздями. Разрезаем лобзиком пол на части и отрываем его. В таких домах всегда под полом куча песка, бетона. Буду убирать. Может, клад какой найду. Крушение и ломание – процесс всегда очень увлекательный. Вот так потихоньку, не спеша и по частям я и доломала свой пол. Ушло мне на это часов 5 с перерывом на обед. Вау, я так мечтала о кладе, найти клад здесь, что я нашла 2 копейки. 1970 какой-то, 74 год. Прикольно. Не бог весь что, конечно. А в этом месте просто была дырка, и, наверное, сюда попадала. Классно. Прикольно. У меня есть советские деньги, но они все 80-х годов. Дальше буду убирать этот мусор. Ой, что это? О, еще одна. Какая-то монетка. В эту дырочку нападала. Ну, это 20 копеек 79-го. Прикольненько. Обогачусь. Дальше буду убирать. Итак, я все это убираю. Из лак было куча вот таких гвоздей. Прибито намертво, все по-советски. Все как положено. После вскрытия оказалось, что лаги в хорошем состоянии, не гнилые, чистые, поэтому я их и использовала. Далее выставляю лаги по уровню,
скрепляю между собой. Сюда я подложила куски от старого пола. Они вот такие вот, достаточно крепкие. Пока вот так вот получается. Буду делать дальше. Кладу фанеру. Для этого подойдет фанера 10-12 мм в 2 слоя. Сначала зинкером для шляпки самореза, затем с саморезами. Черные подойдут. Поначалу легли целые листы фанеры, а к другому краю надо было их порезать. Делаю отметку для резки под трубу. Рекомендуют закреплять саморезами через каждые 10 сантиметров. Я по ходу работы начала закреплять через 20. Все достаточно крепко и надежно. Вы когда-нибудь клеили обои один, или одна? Я много раз. Сначала 1/3 листа сворачиваем клеем вниз, чтобы удобнее было перенести лист на стену. Ну а далее, как обычно, прикладываем к стене, выравниваем по краю приклеенного ранее листа. Специальным шпателем для обоев выгоняем весь воздух и излишки клея. Боже, как он удобен, просто чудо. Я раньше всегда использовала тряпки. Выравниваем подогнутый краешек, проходимся шпателем по центру, потом проходимся елочкой, выгоняя все лишнее. Слушайте, я точно не знаю, какая из меня рассказчица. Обычно я забываю говорить о деталях, которые само собой разумеются. Эти детали очевидны для меня, они где-то уже под коркой, но другим может быть неясно. Так что в комментариях обязательно спрашивайте обо всем, что вам непонятно. Не стесняйтесь. Начинаю класть ламинат. Сначала подложечка. Эта подложка 3 мм толщиной. Купила сами знаете где. Компенсирует мелкие неровности, которые не избежать практически никогда. Укладывать ламинат – одно удовольствие. Панели стягиваются друг с другом при помощи скоб, склеиваются или могут соединяться при помощи различных по своей форме пазов и образуют плотное замковое соединение. Иногда кое-где необходимо пристукнуть. Бирюзовые стены, светлый ламинат. Сочетание очень приятное. Как вы считаете? Результат превзошел все ожидания. Всего доброго, друзья. До новых встреч.